Вечером, когда пригородный поезд мчался сквозь заснеженные пейзажи Онтарио, вагон был почти полон, усталые люди возвращались домой после долгого рабочего дня. В одном из отсеков царила привычная тишина. Кто-то залипал в телефон, кто-то клевал носом, а кто-то читал книгу. На одной из станций в вагон зашел молодой мужчина с агрессивной манерой поведения, громкий, нахальный, с перегаром. Он сел напротив женщины лет 40 и начал вести себя вызывающе. То цеплялся, то отпускал неприятные комментарии. Женщина вежливо просила его отстать, но он только смеялся. Когда она попыталась встать и уйти, он схватил ее за руку и, толкнув обратно на сиденье, ударил по щеке. В вагоне воцарилась тишина. Несколько человек отвели глаза. Кто-то включил музыку погромче. Казалось, никто не собирается вмешиваться. Хулиган, почувствовав безнаказанность, ухмыльнулся. Но внезапно с другого конца вагона поднялся человек. Высокий, крепкий, с выправкой по нему сразу было видно. Этот не из робкого десятка. Он молча подошел к хулигану. Тот, усмехаясь, встал ему навстречу, думая, что сейчас будет просто словесная перепалка. «Ты выбрал не ту цель», — сказал незнакомец спокойно, но с такой сталью в голосе, что даже воздух в вагоне словно сгустился. В следующую секунду хулиган уже валялся на полу, а потом волочился по проходу к двери. Мужчина нажал кнопку экстренной остановки, и когда поезд замедлил ход на перегоне между станциями, просто открыл дверь и вышвырнул мерзавца в сугроб. «Пусть остынет», — бросил он, возвращаясь на свое место. Пассажиры заговорили. Кто-то заснял произошедшее, кто-то аплодировал, а женщина, дрожащими руками прижимая к щеке носовой платок, поблагодарила своего защитника. Поезд тронулся. А в вагоне теперь царила другая тишина, не та, тревожная, с примесью страха, а спокойная. Та, в которой живет уверенность, зло может быть наказано. И добрые люди все еще есть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.